Доброе утро. Смотрите, какая у нас красота с утра. Ветерка нет, ясная погода. И там где-то за озером встает солнце. Я вышла снимать солнышко, девчонки тоже все повыходили. Так, да, це в нас черга на цей. На рассвет. Черга на рассвет. Ага. Есть джакузи, и сегодня вечером мы попробуем нагреть эту воду и там кайфануть. Не успели снять. Наташа стояла ниже, да, и ее просто облило полностью этой струей. Здесь такой запах сероводорода из-под земли. Там есть разные игрушки, нарвалы. Мне это мыло покоя не дает, я его возьму обязательно. И Асе тоже. Позади нас оно просто все бурлит. Я просто зашла и фиганула с карты $150. У нас все в порядке. Как ручка твоя? Нормально. Не болит? Вика тут уже чистит машины, один я ленивец, только вышла. Моя вон вся в снегу. У нас сегодня только ленивый не вышел и не сфоткал, и не снял эту красоту с солнышком. Дай бог, чтобы погода была хорошая, и мы сегодня провели еще один замечательный день в Исландии. Меня задувает. Сегодня мы увидим много водопадов. До локации нам ехать 5 часов, но по дороге мы будем останавливаться еще в каких-то местах. Вчера говорили, будет плохая погода, дождь, снег, и мы никуда не поедем. А сегодня проснулись. Сегодня отлично, Посмотри, какое солнце. Благодарю. В дороге между тремя машинами мы общаемся по рации. Это очень удобно, чтобы не делать лишние остановки. Выезжаем из наших ворот, и сегодня у нас очень насыщенный день впереди. В Исландии очень ровные и хорошие дороги, и это зачастую обманчиво, так как люди не рассчитывают свои силы, и вот случается вот такое. А все дело в том, что очень скользко зачастую здесь. В прошлом выпуске я вам рассказывала про исландских лошадей. Сейчас остановимся снова рядом с ними. Мы сделали остановочку. Сегодня нет ветра, так хорошо. Лошадки, боже, они такие милые. Ой, больно, блин. У меня лошадь запали. Блин, он меня так больно укусил конкретно. Я испугалась. Я боюсь ему давать. У меня прям за палец заживал. У меня каждый день новый. Я даже здесь умудрилась сделать так, что меня чуть-чуть пропустила руку лошадь, и вечером будет огромный синяк. Я вам покажу. Сейчас будем ехать дальше к водопаду. Я уже их боюсь. Мама, ты мне нравишься. Наш путь сейчас лежит к океану на один из очень красивых вулканических пляжей. А пока едем, расскажу вам что-то интересное об Исландии. Исландия расположена на границе литосферных плит североамериканской и евразийской, и с каждым годом они отдаляются друг от друга на 2 сантиметра. Летом солнце светит здесь более 20 часов в сутки, а зимой чуть больше 4. И вот мы уже доехали. Кстати, туристов здесь больше, чем жителей. Ежегодно Исландию посещают более 500 000 человек.
3 недели назад этот пляж полностью смыло, поэтому не разрешают сходить близко, потому что вода может утащить. И плюс в прошлом году или когда сказали, что был смертонесущий здесь. Скажи мне, пожалуйста, если сзади подойдет волна, это очень стрёмно. Видите, я вам только что показала, как это бывает резко и неожиданно. И вот сейчас Вика наша рассказывала, что буквально в прошлом году был случай, что 6-летний ребенок подошел близко, волна затянула и его не спасли. И это, конечно, очень ужасно и страшно. С утра мы собирались на Diamond Beach, диамантовый пляж, но к нему дороги сегодня закрыты из-за непогоды в той стороне острова, и поэтому мы здесь. Здесь все пляжи в Исландии черные, потому что сам остров сформировался из-за извержения вулкана. А еще в Исландии насчитывается 130 вулканов, и из них именно 30 действующие сейчас. И я никогда не видела столько народу на пляже в снег. Летом понятно, а вот в снег ни разу. Я очень люблю Атлантику, и меня завораживают эти огромные волны. Люблю смотреть на океан. Вот здесь такая локация, с которой лучше всего видно эти огромные волны, и безопасно, потому что мы сидим наверху. Я взглянула на пляж вот сейчас, и сначала я подумала, что человеку плохо, или он потерял сознание и хотел уже бежать. Оказывается, это фоточки. Как там говорят, на океан и на огонь можно смотреть бесконечно. Здесь, в Исландии, есть много черных пляжей. Вот этот, на котором мы сейчас находимся, очень красивый. А также очень красивый диамантовый пляж. Но, к сожалению, сегодня мы на него не попадем, потому что власти перекрыли этот район острова из-за страшного бурана и ветров. И туда проехать невозможно. Я оставлю вот здесь вот в уголочке этого видео фотографию этого пляжа. Возможно, конечно, еще на днях мы его успеем увидеть, но если вдруг нет, то вы посмотрите на это фото. Место потрясающее, такое нереальное и какое-то космическое. Последнее сильное извержение здесь началось в 2021 году и как бы продолжалось с перерывами до августа 23-го. Ветер задувает хорошо так. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. Вулканическая система Исландии постоянно активна, и новые извержения лавы продолжаются регулярно. Вот так стоять не нужно, как эти девочки, потому что сзади сейчас накроет волна. Если они не успеют убежать, будет не очень. А мы сейчас зайдем в одно место немного согреться и поесть вкусняшек. Здесь рядом с пляжем есть кафешка. И, я скажу, что дорого. Вот мы с Таей заказали 2 кофе и 2 пирожных. Вышло 1800 гривен. 5000 исландских крон. Дофига.
Мы просто подъехали и Викину машину вот так вот приперли и считают, что это нормально. Он ее задел, там царапина. Сейчас Вика, устроит скандал. Конфликт исчерпан, мы доедаем свои тортики и едем дальше. Центральная часть острова зимой настолько сурова и так сильно похожа на лунный ландшафт, что НАСА отрабатывала здесь со своими астронавтами выход на поверхность Луны. Ежегодно Исландия входит в десятку стран с наилучшим уровнем жизни, а продолжительность жизни у них одна из самых высоких в мире. Мы сейчас приехали на одну красивую локацию, это мыс, и с него будет открываться потрясающий вид на Атлантический океан. Видите, как заледенел этот канат? Холод, конечно, ужасный сейчас, просто такой собачий. Исландские дома не нуждаются в искусственном отоплении. Пар и горячая вода попадают туда прямо из природных горячих источников. В исландской кухне можно встретить очень странные для нас блюда, такие как тухлое акулье мясо, вареные бараньи яйца, овечьи головы. Все эти вкусняшки покажу вам в одном из следующих выпусков. Для меня это какие-то такие потрясающие пейзажи, вымерзшая земля. Вот отсюда краще за все. Таня. Мы сейчас находимся на мысе Трухалей, с него открываются очень красивые панорамные виды. Позади меня один из самых инстаграмных пляжей Исландии. Сейчас мы едем на еще одну обалденную локацию, и это водопад. Водопад, к которому мы сейчас подойдем очень близко. 62 метра высота этого водопада и 15 метров ширина. Водопад называется Скагафос, и вот он перетекает вот в такую речушечку. Снег идет. Вон там люди переходят через такой мостик, так называемый, и возвращаются к машинам. Я взяла с собой дождевичок, потому что собираюсь подойти прям максимально близко, насколько это возможно. Я вам просто хочу показать это. Красивое, чтобы сделать красивое фото, нужно подойти именно впритык к нему, а там вода прям хлещет. Но мы подошли все-таки, потому что здесь будет видно очень много людей. Только идти прям туда. Туда никто не подходит. Тая вся мокрая, лицо мокрое, кофта мокрая, я теперь буду волноваться. Тая у нас очень такой тяжелый человек в семье, ее не переспоришь. Я просила не раздеваться, не снимать все с себя. Ну и получается, меня ж никто не слышит. И ее вот этот гольф, в котором она была, бордовый, он промок просто насквозь. Ну, конечно, я буду волноваться очень сильно, чтобы все обошлось. Меня слышно. Чем меня поразило это место? Тем, что здесь как бы такая скальная закрытая бухта, видите? И водопад находится в глубине нее, и здесь вообще нет ветерка. Здесь просто вот спокойный воздух такой. Это, наверное, за все дни в Исландии впервые мы в безветренном таком месте, обалденно красивом. И если посмотреть справа на скалу, на вершине, видите, там люди стоят. Там есть смотровая площадка, я туда не хочу подниматься, потому что самый красивый вид все-таки открывается снизу.
Вот, видите, дорожка получается, тропа такая с поручнями, и люди идут наверх, чтобы увидеть водопад с другого ракурса. А я вам вот здесь сбоку в этом видео оставлю кусочек, наши девочки сняли, который я не хочу идти, как это выглядит. В Исландии геотермальные источники обогревают не только дома, но и некоторые участки дорог. Благодаря этому на опасных склонах и спусках не образуется наледь. А мы уже подъезжаем в нашу следующую локацию. Мы приехали на еще один водопад, здесь их 3 штуки, один со мной, и там еще 2. А есть еще 4, но до него нужно идти, я не пойду, потому что... Что это было? Что это было? Я промокла на предыдущем, поэтому туда пойдет мама потом. И там можно под него пройти, как бы... Но нам сказали, что не советуют, потому что полностью мокрый видно. Не знаю, что это такое бахнуло сейчас сильное. В общем, наша группа вся уже ушла, а я вам расскажу. Мы дойдем в самый конец, и, казалось бы, все, дорожки нет, но там будет ответвление направо, тропиночка. Маленький, спрятанный в скалах водопад, он называется Эльфийский. Под ним можно пройти, намокнуть полностью, загадать желание. Я не уверена, что буду это делать даже в дождевике, но посмотрю на месте. Строительные компании Исландии до сих пор консультируются с местными фольклористами и медиумами, чтобы не потревожить скалы, где по преданиям живут эльфы и тролли. А мы с вами пройдем немножко дальше до этой скрытой тропочки. Вот вторая локация, второй водопадик, но он такой более обычный, не свергается с горы. Глюфрабуй, эльфийский водопад. А здесь вот такой проходик. Да, а отут от жили тролі, диви. Ну і зараз теж живуть. Оце от класична така тролєва печера, де вони тут просто. Тобто ми їх Клас. не бачимо, чи що не значить. Еще их немає, да? О. Здесь начинается этот проход под водопадом. Нужно держаться, потому что очень скользко. Я не знаю, лезть туда или нет. У меня вчера разъем намок сильно в телефоне, я его не могла высушить. Наташа тоже решила не идти. Ты идешь или не идешь? Мы решили не идти, сказала я и пошла. А здесь вот такое. Мы идем, а здесь сидят уточки. Вот такие натуральные шерстяные свитера везут с Исландии, но они безумно дорогие. 54 тысячи исландских крон. Вообще представляете эту сумму за эту колючку? Магнитики на наши деньги по 350 гривен. Ну, все очень дорого, цены огромные. Мы такие уставшие, измученные. Будем потихонечку двигать в нашу сторону, к дому, к нашей вилле. И на сегодня все. Отдыхать, ужинать и готовиться к завтрашнему дню. Да, правильно, вже налітайте, я зараз вам тільки хлібушка принесу. Я себе приготовила веганскую пиццу. У меня креветки, много овощей, я люблю, чтобы было, авокадо и лосось. И сегодня ожидается северное сияние. Мы его очень хотим увидеть. Это просто вот такая мечта, наверное, всей нашей группы. Интенсивность северного сияния сегодня была очень слабенькая, поэтому я вам оставлю фотографии, которые я смогла сделать на свой iPhone. Видео снять было просто нереально. Честно, я пыталась, очень хотела, но не получилось. Поэтому будут только фото. Все выпуски будут добавлены в плейлист «Исландия».